С вами Атлант. На бирже BinX стартует осенняя гонка «Забери приз» из фонда в 120 тысяч USDT. Торгуйте, побеждайте. На моем телеграм-канале этот ивент расписан. С понедельника, 18 сентября, начинается захватывающая осенняя гонка BinX, и каждый желающий может принять в ней участие. Гонка завершится 13 октября, 12:00 по Москве. Ссылка, переход находится в закрепленном сообщении. Нажимаете, и вас перебросят на этот сайт, на бирже BinX, где вы проведете регистрацию. Так, категория победителей: торговый объем по фьючерсам и ROI по фьючерсам. Да? Первое место 30 тысяч, второе 15 и так далее. Здесь все расписано. Плюс бонус от BitAtlant, от нашей группы. С 1 по 7 место получает доступ к графикам с Атлантом на 3 месяца. С 8 по 20 место получаю доступ к графикам на 2 месяца. И с 21 по 50 место получаю доступ к графикам с Атлантом на 1 месяц. То есть вы получаете доступ к нашим графикам с аналитикой, с новостным фоном, с аналитикой, да, и основное то, куда указывает Атлант, да, куда мы выйдем. Пойдем ли мы вниз, пойдем ли мы вверх. Вот сейчас какое у нас предположение есть. То, что здесь мы должны пробиться вниз, да, Атлант указывает на шорт. Но есть психологический уровень, мы сейчас в данный момент выбились наверх и из паттерна выходим. Посмотрим, вероятно, это просто идет расширение паттерна, но его высота так и остается, да, потом посмотрим, как он, где будет формироваться, И сейчас идут выходные, и я не уверен, что это именно вот эта структура здесь идет, поэтому, в общем, посмотрим позже. Так, в общем, будет доступ к нашим графикам с 4 таймфреймами: дневной, 4-часовой, часовой, 15-минутный. Плюс остальные инструменты также доступны с Атлантом. Вы выбираете любой из инструментов, например, давайте возьмем рубль к доллару, например, да, 2 раза нажимаем на него, 2 раза тап делаем, и у вас меняются все таймфреймы на тот инструмент, который вы выбрали. То есть в данный момент у нас рубль к доллару на бирже MOEX. Здесь тоже наша аналитика была. Так, что у нас здесь, кстати, происходит рубль к доллару. Мы поднялись к золотому сечению. Пока здесь идет накопление, посмотрим, что здесь творится. У доллара может произойти, сейчас откат, по биткоину может произойти хороший рост. Потому что у нас такой восходящий клин идет, к которому можно применить Фибоначчи и посмотреть цели, если нас поведут вниз. Так, это у нас сколько? 50, да? 50 долларов. 50 долларов. То есть у нас по уровню Фибоначчи вероятность коррекционного движения 38%, 82 рубля за доллар. Вот этой цели 50%. Старая. И 82. Вот в эту область нас могут сейчас корректировать 89-82 рубля за доллар. Соответственно, если сила доллара пойдет вниз, сила криптоактивов, многие будут переливаться в криптоактивы, и сила биткоин пойдет наверх. И дальше вернуть обратно на наш график, это биткоин к доллару именно на бирже BinX. То есть основные трейды все проходят у нас биткоин к доллару на бирже BinX через терминал TradingView. Коша. Так. Понятно. Получив доступ к Атланту, вы также дополнительно получаете доступ в нашу закрытую группу BitAtlant. Там тоже у нас происходит очень много дополнительных разборов. То есть мы сейчас... Смотрите, последний, например, я его еще не показывал и в общее не скидывал. Я почти никогда не тренируюсь, разве что беру своих детей и подбрасываю их в воздух. Илон Маск с детьми подбрасываю их в воздух. Dogecoin, монеты, помните такие моменты, биткоин. Но есть другой момент именно в самом видео, когда Илон Маск несет своего ребенка на плечах, и у него падает бутылочка из рук. Такое впечатление, что Маск как будто бы специально он ее придерживал предплечьем, да, локтем, но так сделал, чтобы она упала. Зеленый вниз упал на красном фоне. Такое как бы двухстороннее сообщение интересное. И длительность видео ровно 11 секунд, 9. 11 секунд, на 9 секунде падает 9-11. Возможно, шорт такой, это у нас здесь происходило, и вот такие вот разборы интересные. Здесь еще технический директор Ripple
Барбер ответил, что он сегодня пятый с такой просьбой, что побрить Брэда Гаргенхауса. Плюс экономист у нас бритые головы выставляет. Плюс вот такая интересная. И был момент по гематрии, Red, красное цунами. В общем, можем очень сильно могут здесь слить это все дело. Либо к ФРС сейчас подтянут и сольют, либо к ФРС, наоборот, сейчас вниз свозят, да, на ФРС потом все будет хорошо подкинут наверх, и уже оттуда будет сильное бритье. Плюс еще моменты с... Что у нас происходит? У нас Ким Чен Ын, да, слышали, он приехал в Россию. Там очень много долларов было украденных северокорейской группировкой, хакерами, да, северокорейскими. И могут сейчас искусственно поднять цену повыше, чтобы потом оттуда сделать слив, вывести в доллар или в юань даже, скорее всего, будет вывод, ну, выведут в доллар и в монеты китайские будут переводы. Соответственно, в этот момент, когда пойдет слив, если поднимут наверх, пойдет слив по биткоину, это, возможно, будет перелив именно по другим активам. И мы можем увидеть такой небольшой альт-сезон уже в ближайшее время. Так что вот к этому моменту тоже будьте готовы насчет альт-сезона. Так, что у нас еще? На 4-часовом таймфрейме паттерн дракон как раз. Еще раз. Заходите к нам на биржу BinX, регистрируйтесь, вернее, по моей ссылке на бирже BinX, это обязательно. Подписывайтесь ко мне в Telegram-канал, Twitter, YouTube. Участвуйте в осенней гонке. В конце наш менеджер все это проверит. Вас наградит биржа. И также мы проведем награждение. Это вы получите подписку на график с Атлантом и закрытую группу. Условия, чтобы статистика пользователя учитывалась при составлении рейтинга стартового капитала, чистая стоимость актива должна быть не менее $50. То есть участвовать можно от $50. Учитывать только USDT, да, тут все прописано, прочитайте. Так, зарегистрироваться на турнир, нажимаете, регистрируйтесь. Это переход на сайт биржи BinX, чтобы провести регистрацию. Если вы уже зарегистрированы, нажимаете «Войти». Если вы прошли по моей партнерской ссылке, то спокойно заходите дальше, да, «Войти». Если вы регистрировались не по моей партнерской ссылке, вы всегда можете провести перерегистрацию, то есть создать еще один аккаунт и перелить свой актив, да, который у вас сейчас в данный момент на вашем аккаунте текущем, вы можете переместить во второй аккаунт и им пользоваться, и провести там также KYC-верификацию и пользоваться от моей партнерки. Вы будете получать и дополнительные скидки на различные операции и различные бонусы. Так. И обратите внимание еще тоже биржа BinX, да, в осенней гонке могут принять участие только пользователи из РФ и Украины. BinX объединяет. Все мы братья и сестры. Так, не упустите шанс победить и разделить призовой фонд. В общем, тут все прописано. Момент у меня произошел небольшой, нестандартная ситуация произошла, да. Я сначала ссылку не ту поставил. Это у биржи BinX проводятся несколько крупных ивентов. И здесь прописал, да, коллеги, доброго времени суток. Обращаем ваше внимание, что ссылка в сообщении выше была скорректирована. Я ее изменил. Потому что изначально случайно поставил акцию для P2P мерчантов. То есть, кто хочет стать мерчантом на бирже BinX, здесь также можно участвовать, получить денежное вознаграждение, если вы мерчант. Это на P2P торговле. Меняете рубли на USDT или USDT на рубли через различные банки, там Тинькофф, Сбербанк и так далее. Здесь это все прописано. В общем, случайно закрепил ту ссылку, но вовремя спохватились, изменил, так что можете заходить, регистрироваться. Если вы не подписаны по моей партнерской ссылке, да, не по моей партнерке прошли, скиньте мне в личное сообщение свой UID, я отправлю менеджеру, вас переведут на мою партнерку. Либо сами можете зайти на свою биржу, создать, вернее, еще один аккаунт и из прошлого аккаунта перелить на новый. Прошлый аккаунт полностью перевести на новый аккаунт. Так. Все, подписываемся, ссылочки внизу в описании. И смотрите продолжение этого видео. Так, коллеги, ну и это у нас еще не все. Это у нас 4-часовой таймфрейм. То есть здесь сейчас какая происходит борьба, мы видели в прошлом видео, которое я заснял. Теперь на большем таймфрейме помним, что у нас есть еще паттерн дракон. Мы пробили его важную часть,
да, пробили эту трендовую. И в данный момент здесь происходит формирование, накопление, из которого уже будет более понятно, куда пойдет цена. То есть, если здесь наберется много медведей, то цену ведут наверх, если много быков, то цену ведет маркетмейкер вниз. Если смотреть на... Так. Если смотреть по технике, то что здесь у нас может произойти? Давайте по индикаторам. Matrix Strategy был в перекупленности, то есть по-хорошему его нужно остудить. Остудили к середине, да, до нуля почти дошли. То есть еще есть куда вниз заход сделать небольшой. Далее у нас здесь идет пересечение средних скользящих 26, 214. И обратите внимание, психологические уровни. Этот собрали, то есть его опустошили, и можно выйти ниже. Район 26 344 и 26 233. Далее уровень поддержки 26 50, 26 44 и 26 тысяч ровно. На 15-минутном фрейме еще раз смотрим. У нас есть вероятность выхода в район 25 844, 26 тысяч. Нас здесь ждут. Ну и уровень поддержки 50% по уровню Фибоначчи. Если цена отсюда оттолкнется, то у нас здесь выход будет, возможно, раньше и как раз вот в эту область. Ну-ка, сейчас посмотрим, сходится ли. Если сразу сделают заход вниз, потом будет поднимать наверх, нет. Зато у нас мы приходим к вот этому уровню. То есть он у нас тоже здесь в ожидании. И как раз открытие американской сессии здесь наверху. Так, в общем, посмотрим, как здесь цену расторгуют. Вот именно в этом моменте. И не забывайте, могут сделать, увеличить паттерн. То есть это сейчас вероятность исхода событий из вот этого накопления. И в малом, на малом временном таймфрейме мы провалились вниз от медвежий клин, да, и по нему уже зашла цена, и начинает здесь формироваться какое-то продолжение собирается. Так, а на большом таймфрейме, помните, да, у нас есть, наоборот, бычий клин, вот он, с целью 28100 и 28376. Но как раз и паттерн дракон, да, который мы здесь пробили, и сейчас, возможно, пойдем еще раз сделаем ретест, как раз вот это уровень 26250, и могут также пробить вниз, сделать заход ниже на вот эту психологическую поддержку 25 999, 26 тысяч ровно сюда, или даже пройти ее, сбить. То есть все в пределах 25, от 25 850 до 26 тысяч, вот эта область. Пока мы выше, вот здесь торгуемся, у нас дракон, есть вероятность, большая вероятность отработки паттерна дракон. И как раз для продолжения похода наверх нам было бы правильно цену опустить вниз, собрать ликвидность и пойти наверх. Как раз логичное завершение вот этой системы, особенно вот в этой области. Еще раз смотрим по уровню Фибоначчи. Да, это наш. Здесь у нас золотой карман. Если цена придет к золотому карману, то на драконе можно ставить крест, так как мы под психологический уровень проваливаемся. Но все в пределах вот 50%. Это очень даже было бы комфортно для завершения этого паттерна. Это у нас 25 892, 26 тысяч. И как раз лои будут повышаться. То есть здесь у нас здесь lower low, да, lower high. И здесь, если вниз поведут, как раз в эту область у нас предыдущий хай ниже, следующий выше, следующий выше. Таким образом и наверх закинуть цену в район золотого сечения, которое у нас находится 28 105. Вот он у нас, видите, да, по уровню Фибоначчи, который у нас есть из последнего вот этого, последний трейд, который здесь собирают. Раз, два, три. И на высоту. Опять же, если смотреть по стратегии тройка, то у нас вот это движение, где-то у нас было 25, вот здесь, да, 50%. Чуть-чуть ниже. Вот так. И выход у нас 27 888, 800. Интересная тоже цель. Отметим ее. Мы поставим 27 888. Обратите внимание, что на бирже BinX цена приходит к интересным значениям, к круглым уровням, или к разворотным, там 69, там 77, 88, 888, 666. Такие уровни, ценовые значения очень интересные.
Не на всех биржах такое есть. И это правильное формирование цены. Так, TradingView. Если вы смотрите видео, обратите внимание, у вас с обновлением произошел момент небольшой. Я выбираю какой-нибудь объект на графике, выбрал его. Дальше стрелочкой влево-вправо. Мне нужно его пододвинуть ровно в этом ценовом отрезке, пододвинуть влево или вправо. Раньше, если я зажимал вправо кнопку, например, да, мне вправо нужно выдвинуть, нажимаю кнопку и держу, и он у меня едет дальше, продолжает двигаться на временной шкале. То есть сейчас я нажимаю один раз, он передвигается только на, сколько у нас, 4 часа, вот он на 4 часа и двигается. Один раз вот нажал, все, он передвинулся. Но если зажимаю, вот я зажал, оно не двигается. Исправьте, это у вас с обновлением случился такой неудобный момент для графика. Так, а еще нам могут это все дело растянуть вплоть. Как раз у нас. Так, мы идем сюда, да? И идет вот здесь пересечение с новостным фоном. 20 число. 20 сентября. У нас интересный день будет 20 числа. Ну, слушайте, как раз у нас 20 число. Если здесь цену поведут вниз и на ФРС, вот сейчас нужно будет понаблюдать за этим моментом. Если к ФРС цену, наоборот, подтянут наверх, то после ФРС, как всегда, как часто, вернее, происходит, что после ФРС цену сильно потом проливает очень сильно вниз. Здесь с паттерном дракон может быть то же самое. То есть цену могут поднять вот в эту область, к вот этому значению. Обратите внимание тоже, да, где он. Я сейчас просто его в бок пододвинул. У нас от 50%, да. Это у нас в район 27 888. То есть здесь сейчас могут провести эту расторговку, выйти к этим. Если сейчас здесь цена будет вниз, также спускаться и формироваться, да, здесь какое-то накопление будет формироваться, то у нас в дальнейшем могут свободно на ФРС получить положительный какой-то результат, негативный для доллара, положительный для криптоактивов, и цену закинуть наверх. И как раз у нас будет вот эта вилка сделана, дракон, и мы придем к вот этому значению. После чего здесь очередное накопление и выход к голове, и уже здесь от этой трендовой получает сопротивление и уходить опять вниз. Такой вариант. В общем, сейчас много что будет зависеть от ФРС и как себя поведет цена. Придем ли мы вот в это значение. Еще раз, если сейчас цену отпускают вниз, то в этой области будем получать поддержку и пойдем обратно. Скорее всего, сюда притянут. Здесь нас ждут. Здесь блок стоит, который нас магнитом к себе тянет. Но опять же, это, еще раз говорю, не стопроцентный момент. То есть сюда цена может прийти, но уже дальше здесь нужно думать и смотреть, какое здесь происходит формирование. Позиции переводить без убыток. Смотреть, что будут делать дальше с ценой. Ну и следить, посмотреть по Атланту, какое предположение. Кстати, на 4-часовом таймфрейме Атлант указывает шорт, он лонг еще и не разворачивался. Тоже. Поэтому не факт, что у нас здесь заведут наверх. А вот как раз, если сейчас цена придет в эту область, будет здесь формироваться, и вот как раз вот здесь вот Атлант может развернуться и из всего накопления показать ход наверх, и мы как раз таки можем выйти в эту область. В общем, ожидаем, смотрим, наблюдаем. Так, это у нас какой-то старый расчет был, и это должно было произойти вот здесь. Цену, попытка была выйти, вернули назад, еще раз попытка была выйти, вернули назад, все, можно убрать. Так, этот выход еще вероятен. Так, с позиции, которую я закрыл, сейчас я вам ее сразу покажу, чтобы не быть голословным. Еще раз, ребята, торгую на бирже BinX через терминал TradingView. Подключить биржу легко. Нажимаем торговая панель. Из списка бирж выбираем нужную вам. Я торгую на BinX, потому что у них небольшая комиссия. Свободно работает P2P обменник. Свободно работает ввод, вывод актива. Никаких проблем нет. Так. Подписываемся ко мне в телеграм-канал, ссылки внизу в описании.
телеграм-канал BitAtlant. Приходите к нам в Twitter, тоже BitAtlant. Много полезных, важных, нужных новостей. По поводу обзоров. Я не делаю так, чтобы снял обзор, половина отрезал, половина добавил. Показываю свои трейды, где зашел в позицию, где вышел. Да, есть и насчет убыточных позиций у нас. Они есть, но убытки минимальные, потому что я пользуюсь стоп-ордерами. И чаще всего, когда позиция уходит в плюс, я просто перевожу в безубыток. Вот чаще всего просто позиция закрывается в ноль. Из большинства позиций закрываются в ноль. Но основные позиции, правильные, да, когда ты заходишь и цена уходит в нужном направлении, я закрываю с большим плюсом. Например, вот последняя поза у нас была открытие 24628. И еще есть, кстати, позиция открытая со 150 плечом. Так. То есть это она у меня вот такое долгое время висит. Это у нас когда был вот этот слив, и на обратном пути здесь подхватывали 24628 вот в этой области. Еще есть здесь же позиция открытая со 150 плечом. Эти позиции, одну с 100 плечом я здесь закрыл, так как могут сейчас вниз опустить, сделать заход вниз. Соответственно, я здесь буду опять подбирать. Со 150 плечом позицию я не буду трогать, она у меня переведена без убыток. Я ее буду ждать, когда она закроется по ADL, это плюс 2000%. На стандартных фьючерсах ADL на биткоине увеличили там плюс 1000%. Тоже смотрите на такой момент. Крупные активы с высоким капиталом, с высокой капитализацией, да, у них ADL тоже высокий, вот плюс 2000%, там, эфир тоже плюс 2000%. А, например, по ADA Cardano высоко рисковый актив, который, да, например, или XRP взять, BTT, Dash, у них ADL 1000% сделан. Это безопасность биржи тоже зависит от этого. Так. Коллеги, доброго времени суток, с вами Атлант. Сегодня поговорим про цену биткоина. Это у нас 15-минутный таймфрейм. Инструмент биткоин к доллару на бирже BinX через терминал TradingView. Торгую я на бирже BinX через терминал TradingView. Подключить легко, нажимаем торговую панель. Из списка бирж выбираем нужную вам. Можно торговать также на GX, Binance, BinX. Если вы не видите вашу биржу, нажимаем все брокеры. И из списка бирж можно выбрать то, что вас интересует. Далее нажимаем подключить, вводим логин, пароль. Торгую я биткоин к доллару USDT. .PS это стандартные фьючерсы. На стандартных фьючерсах с изолированной маржинальной торговлей, с изолированной маржой не позволяет открывать каждую позицию по отдельности. Как это выглядит? То есть, если я здесь захожу, беру позицию в шорт, например, на $100, то она здесь берется одна на $100, и подушка идет к этой позиции именно этих $100. Если я торгую на кросс марже, то я одну позицию, которую открываю, а остальная подушка, которая у меня есть, она идет в эту позицию. То есть можно в минус уйти на $1000, на $2000, да, смотря сколько у вас подушка и смотря какую вы сделку открыли. Поэтому еще раз, я торгую изолированная маржинальная торговля на стандартных фьючерсах, чтобы каждая позиция была по отдельности. Это позволяет проанализировать рынок, анализировать свои действия и добиваться лучших результатов. В данный момент у нас Атлант на 15-минутном таймфрейме развернулся. Сейчас выходные дни, торговая волатильность, видите, да, опять начались выходные, и график в бок пополз. Здесь у нас есть психологический уровень поддержки сопротивления. То есть в данный момент видно, что цена заходила, получили поддержку, выбились, прямо здесь четкое касание было, здесь четкое касание нижней части этого блока, верхнее касание. Потом еще раз и пробились вниз. Здесь нам показали свечу додзи с длинным хвостом и пока сделали разворот. Но Атлант указывает шорт. Далее здесь формируется треугольник. И из него цена может выйти как вверх, так и вниз. Но больше предположения. Сейчас Атлант указывает то, что из вот этого накопления выгоднее встать в шорт. То есть больше предположения, что мы пройдем вниз. Давайте посмотрим высоту, на которую он может уйти вниз. Это берется высота всей этой структуры. Это верхняя грань. Это куда мы можем наверх выйти. В район 27-120. И это же самая высота, но в нижнюю, где у нас нижняя трендовая проходит. Это на какое расстояние мы можем вниз уйти.
Это зона 25844. Восьмерка и две четверки. Интересная цена вот здесь. Так, по уровням Фибоначчи давайте еще раз посмотрим, что у нас есть. Пока это оставляем в сторонке. Есть у нас большой паттерн. Из него мы вышли наверх, сделали ретест, оттолкнулись. Насчет вот этого ретеста, помните, да, у нас 50% у Фибоначчи из вот этого накопления. То есть здесь мы толкнулись, на объеме вышли наверх, да, и пошли формировать вот эту структуру. Смотрим по уровню Фибоначчи еще раз. Вот в эту область, да, мы пришли, это был максимум. И здесь у нас 50% по уровню Фибоначчи, да, потом цена корректировалась, пришла именно вот в этот момент, 50%, оттолкнулись, и это у нас была верхняя грань нашей трендовой, или верхняя часть нашего большого формирования, большой структуры. Цена оттолкнулась, но не дали ей сильно наверх выйти. То есть здесь мы за ноль не ушли, не закрепились, и обратно нас откатили вниз. И уже вот в этой области у нас есть психологическая поддержка и сопротивление, да, у нас 26400, 26500 и 26480. Вот здесь эта область. Пока мы выше торгуемся, это лонг приоритет, ниже это шорт приоритет. То есть в данный момент у нас идет, сейчас в данный момент неопределенность. То есть мы здесь в середине торгуемся. Но посмотрим. Больше вероятности, еще раз Атлант подсказывает, что уйдем в шорт. Так что у нас по Matrix Strategy были в перекупленности, в перепроданность сильную не ушли. Сделали накопление наверху выше нуля. И в данный момент немного ушли вниз. То есть медведь, вот здесь медведь преобладает. Посмотрим, как это в дальнейшем выльется на график до конца американской сессии, да. Ну, китайской сессии. И посмотрим, что будет у нас в воскресенье, где должна открываться американская сессия, что сделают американцы на выходном дне. Понаблюдаем за ценой. Это что касается этой Фибоначчи. Еще у нас есть большее формирование, большое. У нас есть такая структура, которую мы пробить вниз пробили, но еще не еще отработка ее слабо заметная. Слабо идет отрабатываться. У нас есть вот такой паттерн в виде восходящего клина, медвежий паттерн. И вот этот весь объем могут пролить вниз. Пробитие у нас пошло вот здесь, но потом сделали ретест вот в эту область, поэтому нужно высоту переставить вот сюда и смотреть, какая новая цель. Старая цель была 24600, новая цель, если пойдем отсюда вниз на снижение. Опять же, как я поступлю? Позиции, которые я здесь открою в шорт, и сейчас понаблюдаем за ценой, если она уходит вниз, я их просто перевожу в безубыток, какую-то часть закрою в золотом сечении, в области золотого сечения, это 25666, и остальные позиции оставлю на продолжение движения вниз. И там уже будем наблюдать где-то какую-то часть позиции закрою, какую-то продолжим держать еще на более донное значение. Давайте более точно здесь расстановку сделаем. В целом, прям видно, да, вот здесь блок, видно, как здесь откупали. Еще раз попытка. И все это дело у нас с объемом. Обратите внимание на касание вот этой трендовой нижней грани нашего восходящего клина. Есть прям с объемом ретест. Здесь пробитие, попытка, прям с объемом пытались пробить, собрали стоп-ордера. Здесь очень много набирается лонг позиций. Здесь. Помните, левое плечо, голова, правое плечо. Сейчас здесь на самом деле могут обмануть. Вот сделали выход ниже правого плеча. И вот этот уровень может нас хорошо сдержать. И глобально, более глобально я вижу, как цена должна пройти вниз. И Атлант сейчас указывает на то, что пойдет шорт. Ну, мы это увидим позже. Но если цена будет выходить вот в эти уровни, то есть стоп я сразу подтягиваю поближе. И буду перезаходить в лонг. Опять же, все зависит от Атланта. Если он сейчас в этой области развернется, то буду перезаходить в позицию лонг. Тоже буду разворачиваться. Единственное, что плохо, то что сейчас в выходные дни здесь могут нестандартно повести цену. Так как основные трейдеры сегодня отдыхают, Уолл-стрит закрыт. Так, и давайте еще момент посмотрим насчет погружения вниз из вот этого накопления и наш большой паттерн. По уровню Фибоначчи. Верхняя первая часть и вторая основная, да, то есть у нас вот здесь проходит. И видно у нас по уровню Фибоначчи можем собрать вот эти цели. То есть у нас сейчас здесь как магнит по Фибо идет.
в район 50%. Как раз у нас здесь и цель есть наша. Вот этой области. %. Это у нас 25 894 и 25 888, 886 раз. Далее вот эта цель. 25 844. Золотое сечение уровня. Основной уровень, это старый, сильный уровень, это 25 666. Он у нас отмечен синим пунктиром. И золотое сечение по уровню Фибоначчи. Да, могут растянуть до понедельника и даже понедельник, вторник. Это все дело может растянуться и потом только вниз зайти. Так, и основной уровень здесь у нас 25 657, 666 и 25 596, 600. То есть вот этот блок нас здесь ожидает. И нижний уровень 78%, 78,6. Вот в пределах этих торговых сессий. Если проходит, не посмотрим. Да, если не пройдет сюда цена, будем смотреть, какое дальше идет накопление, что дальше пытаются нам показать, куда указывают. И дальше. Дальнейший ход будет зависеть от того, что нам здесь еще раз покажут. Есть этот выход, коррекционное движение, и уже по стратегии по тройке далее цена может выйти у нас от 50% от золотого сечения, это 78,6. Я здесь поставил от золотого сечения предположительный выход наверх, если будет пробиваться. То есть, смотря как сюда зайдет цена, что будет делать, и у нас как раз это окно будет повышенной волатильности. То есть, вот здесь уже должно будет произойти более понятное движение. Или будем проваливаться и уходить вниз, и отрабатывать большой паттерн, или цена зайдет в окно повышенной волатильности и получит поддержку, и пойдет обратно наверх. И высота... Смотрите, кстати, момент, да? Вот сейчас перевел по уровню Фибоначчи, то есть есть большая вероятность, что цена вот где-то вот в эту область, это у нас что, воскресенье, 17 понедельник, 18 число, вот сюда можем прийти и получить здесь поддержку. Почему? Потому что далее выход как раз к верхней грани нашего уже другой трендовой. Прям четко этот момент показывает сейчас в данный момент. Но опять же, все зависит от того, как здесь поведет себя маркетмейкер. Будет ли он опускать цену вниз в эту область. И пойдет ли толпа за ним. Тут еще тоже такой важный момент. Еще у нас по лунному календарю. И у нас начинается новолуние. Началось. И сейчас медвежья сила тоже преобладает. Помните, да, такой момент? Подписываемся к нам. Ссылочки в описании. Смотрите мои обзоры на YouTube. Подписываемся, смотрим, вставляем комментарии, ставим лайк. Еще раз повторюсь, торгую на бирже BinX через терминал TradingView. Это очень удобно. То есть открыли терминал, нажали торговую панель, подключили биржу. Не обязательно это должна быть BinX, можно любую биржу подключить. И любую из доступных в списке. И когда вы открываете позицию, вы видите, где вы открываете позицию. То есть, если мне надо здесь открыть позицию, вот именно отсюда, да, вот сейчас мне выгодней в данной ситуации как раз опять подтянули к Атланту, то есть отсюда открыть шорт. Когда позиция открыта, вы сразу можете переставить стоп и стоп-лосс и take-profit. Take-profit увести сразу в те уровни, которые вас интересуют, какое у вас есть предположение по выходу из паттерна. Ну и стоп, защиту этого актива, чтобы у вас его не ликвидировало. Чаще всего я подхожу из соображений стратегии 80/20, то есть 20% убытка, 80% заработка. Take profit вывожу в плюс 80%. Но когда цена уходит в плюс, take увожу гораздо ниже, больше в плюс, а стоп-лосс перевожу в безубыток. И в дальнейшем наблюдаю за ценой. Таким образом, получается трейды забирать в... Например, последний у нас был в телеграм-канале, показал 700%. Лонг был закрыт. Вот недавно совершенно, когда цена вот сюда пришла, в эту область. Сейчас скажу, какой это был уровень. Так, 700%. 767%, цена закрытия 26 519. 26 519, вот в этой области. То есть мы сюда пришли раз, первое движение вниз, потом второй момент. И вот когда мы сюда спускались, здесь закрыл позицию. Так как у нас психологически... Да, у нас фиксированный профиль объема как раз вот здесь проходит. Основной из вот этого накопления. И мы сейчас торгуемся под ним, тоже как шорт-приоритет. Поэтому
видно, как здесь цена пыталась пробиться, коснулись этой трендовой, получили сопротивление здесь и ушли под нее, поэтому я закрывал позицию. Дальше посмотрим, куда нас выведут. В общем, следите за нами, время заканчивается, следите за нами. Ссылочки в описании. Подписываемся к нам на биржу. Всем удачи, спасибо за внимание, ставим лайки. Пока-пока.